Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Atlas Blockchain, я Шиловский Игорь, и сегодня мы находимся на криптоконференции в Москве, в Сколково. У меня в гостях Зудин Илья, руководитель проекта Соло. Приветствую. Здравствуйте, Игорь. Да, очень приятно. Расскажите о своем проекте, что это за проект? Соло, сокращение от Social Layer, это децентрализованная социальная сеть. У нее две главных вещи, которые стоит знать. Во-первых, она использует другой принцип распространения информации, нежели обычные традиционные сети а-ля Facebook, Twitter. И второй момент, здесь пользователь получает деньги за контент, который он создает для этой социальной сети. Хорошо, сразу. Раз она так сильно кардинально отличается, какие это отличия, да, вот в чем она отличается? Смотрите, Игорь, в обычных социальных сетях для работы этих социальных сетей вам требуется устанавливать связи. То есть вы приходите, регистрируетесь и фактически начинаете свою аудиторию формировать, заводя друзей, подписчиков, в зависимости от функционала сети. И именно к ним вы потом обращаетесь. Без них она работать не может, потому что смысла говорить в пустоту его нет, а без этих людей вас никто и не услышит там. У нас принцип иной. У нас, регистрируясь, пользователь как бы становится соединен сразу со всей аудиторией. Вот все, кто есть в сервисе, работает это так. Человек делает пост, да, условно, что-то туда выкладывает свои мысли или чем пост, он хочет, фотографию, да, чем какое-то поделиться. событие. Да. Алгоритмы, которыми управляется распространение информации, пытаются понять, что же такое он сказал. То есть это искусственный интеллект? Фактически, да. Это искусственный интеллект. Который принимает решение, кому эта информация будет да, условно, интересна. В основе лежит нейронные сети на основе deep learning, которые пытаются понять это следующим образом. Семантика, то есть компьютер на понятный ему язык переводит, да, вот эти слова, которые вы написали. Потом он анализирует тип контента, да, кто-то любит фотографии, кто-то текст, кто-то там к линкам лучше относится. Он учитывает, конечно, географию, он учитывает язык пользователя. Если по пользователю есть какая-то история, он не пришел там минуту назад, зарегистрировался, то он учитывает характер взаимоотношения этого человека вообще с теми, с кем он встречался в этом сервисе, там, чьи карточки ему больше нравятся, или где он вступал в диалог в комментариях. Вот, то есть, поняв это, алгоритм старается показать эту карточку тем людям, которые наиболее в ней заинтересованы могут быть. То есть даже внутри большого сообщества он объединяет в группы по интересам, если я правильно понял, да? Да, он делает это не фиксированно, да, вот как вы там вступали во много групп, потом туда приходите, они как были, так и остались. Он фактически для каждой карточки формирует свою аудиторию, объединяя людей. И на бытовом языке это значит, что всегда найдутся люди, которые в данный момент времени готовы с вами обсудить то, что интересно вам. То есть вот как, например, на примере выглядит пользовательский опыт, не знаю, в Фейсбуке. У меня, допустим, есть там 3 области интересов. Это блокчейн, это, например, фотография и автомобили. Часть моих друзей вообще никак не относятся к блокчейну. Да, они не понимают, о чем речь идет, им это не интересно, и тем, кому интересно, может, они увидят, а может и нет. Это все время все равно одни и те же люди. Я вынужден одновременно, если я хочу общения, иначе зачем я в социальных сетях, стремиться обслужить все эти аудитории сразу. То есть, постя про блокчейн, я буду раздражать людей, которые хотят про машины больше знать. Постя про машины, я буду вымораживать людей, которые не понимают, а где про блокчейн, ради которого они со мной там и подружились или подписались на меня. Как это происходит в Соле? Я делаю пост про блокчейн. Он идет, показывает этим людям, которые либо сами писали про блокчейн, либо обсуждали его, то есть явным образом в нем заинтересованы. Выдача каким образом будет строиться? Потому что, допустим, половина ваших пользователей начинают писать про блокчейн, да? И какая-то выдача будет, релевантность какая, как это предусмотрено, выдача или раздача, наверное, информации пользователя? Понимаю вопрос. Здесь, опять же, мы достаточно необычно подошли к user experience, и вообще у нас есть позиция, что
социальный сервис, вот, который приходит уже на существующий рынок, где есть гиганты, да, их невозможно сдвинуть. Есть Facebook, в конце концов, которым 2 миллиарда человек пользуются. Здесь нельзя выходить со сложным или с похожим предложением. И вот ярчайший пример — это Snapchat, который очень сильно отличался от всего, что есть на рынке. Вот, поэтому, в отличие от обычных социальных сетей, мы не оперируем понятием фида, то есть карточки, посты, которые выстроены там в хронологическом или ином порядке, и такая длинная лента, которую надо листать. Где-то можно до конца долистать, в Твиттере, по-моему, невозможно физически. У нас пользователь в один момент времени на экране видит всего одну карточку, ту, которую мы ему назначили. Чтобы перейти к следующей, он должен по этой карточке принять решение. Он может либо усилить ее распространение, то есть он как бы своим авторитетом подкрепляет, авторитет карточки, да, условно говоря. Да, он говорит, эта карточка я видел, она хорошая, давайте ее посильнее. Либо он может ее пропустить, не повлияв на это. То есть карточки, которые люди оценивают как качественный, как интересный контент, они получают больше распространение, и в итоге может получиться чудесная история. То есть человек пришел, минуту назад зарегистрировался, запостил карточку, бам, его увидело все 650 тысяч пользователей нашей сети, если действительно что-то такое массовое и хорошее. Вот. Если, соответственно, никому не нравится, она далеко не уедет. Еще такой вопрос. Ты сказал о том, что мотивация для пользователя, она будет выражаться в денежном эквиваленте. Да? Если я правильно понимаю, то пользователи будут зарабатывать на том, что будут продвигать свои посты, давать оценку чужим. Я правильно понимаю? Все так. Очень похоже на историю с голосом, да, если я не ошибаюсь. Или есть отличия какие-то кардинальные? Отличия есть на уровне сложной логики, условно, как считается это, и есть базовое принципиальное отличие. Какое? Голос это, по сути, русский аналог, да, Steam-то. Это такой достаточно известный... все знают, конечно, да. Тогда я не буду рассказывать. Нет. Вот. Отличие, принципиальное отличие, чтобы понимать тоже. Ты говоришь о том, что продукт уникален, в принципе, да, да, то на есть твой у них взгляд. какая базовая логика? У них силу твоего голоса определяет то количество токенов, которым ты владеешь. Поэтому новые пользователи очень часто критикуют это. Они пришли позже, они ничем не хуже тех пользователей, которые пришли раньше, и в силу этого набрали большое количество токенов. Новым людям сложно очень зарабатывать деньги, пока за них не голосуют эти авторитеты. Им невозможно пробиться в эту небольшую элиту. Вот. Сеть не выглядит правильной, справедливой. Чем дальше, тем это расслоение, оно будет больше. В твоем проекте обратная связь, да? Что у если нас пользователь... условно все пользователи равны. Вот у нас есть, назовем это, двухвалютная система, совершенно традиционная система, допустим, для любой игры социальной на мобильном телефоне. Есть какая-то базовая валюта, которая позволяет какие-то действия совершать. Есть премиум валюта, которая какие-то супердействия дает и стоит реальных денег. Вот это уже реальные деньги. Вот количество этой базовой валюты, мы их называем action points, очки действия, каждый день все пользователи получают одинаково. Они могут на свое усмотрение потратить их на создание карточек, на написание комментариев, либо на передачу другим людям, как раз в рамках голосования. То есть, если я вижу карточку, которая ок, я ему передам небольшое количество этих поинтов, усилив, но не прям супер значимое распространение этой карточки. Если я вижу что-то что меня прям задело, я могу по максимуму это сделать, но у меня останется меньше этих экшн-поинтов на другие карточки. То есть, условно, возможности повлиять у всех одинаковые. То, как они это распределяют, это уже на усмотрение пользователей. Второй важный момент — это то, как формируется вообще монетарная стоимость вот этого токена. В случае и Голоса, и Steam это токены, которые они имитируют сами, причем имитируют постоянно. Наверное, достаточно смешно про крипторынок это говорить, да, они ничем не подкреплены, то есть за ними не стоит реальных денег, потому что эти сервисы не зарабатывают. Мы сейчас проводим токен-сейл, и после его окончания мы включим монетизацию, которая будет состоять из двух аспектов для начала. Первый — это размещение рекламы, второй момент — это пользовательские платежи прямые, как ни странно, в первую очередь за возможность отключения рекламы.
Соответственно, часть вот этого ревеню, который мы генерим, мы переводим в наши токены, конвертируем и распределяем среди пользователей, согласно тому, как они друг за друга сами наголосовали. То есть мы просто знаем, что мы им даем часть денег. Как они распределяются, мы не знаем. Каким образом построен процесс защиты, да, потому что наверняка появится возможность и необходимость у некоторых лиц заняться накруткой, да, своего баланса и увеличения своей там доходности. Конечно. А первый момент, он рассчитан на защиту, скажем так, от самых базовых, да, любителей накруток. Авторизация у нас в сервисе происходит с верификацией по номеру мобильного телефона. В большинстве стран достаточно сложно получить еще один номер, и, как правило, это вообще не стоит свеч игра. Вот. А второй момент – это то, что у нас идет постоянный анализ того, как люди взаимодействуют между собой, и с помощью, опять же, нейронных сетей достаточно легко выявить паттерны. Когда поведение человека сильно отклоняется от нормы. Условно, человек насоздавал, все-таки там накупил себе 100 симок, создавал себе клонов и начинает или сливать это все на один аккаунт, или пытаться имитировать деятельность вот этих вот своих клонов, как будто это реальные люди. Выявить это легко, это поддается анализу, поддается обработке, и на самом деле это совершенно типичная история для любых рекламных сетей, накрутка и механизмов, которые защищают от их множества. Я, насколько знаю, у тебя уже есть готовый продукт, да, который пользуется достаточно большой популярностью. У тебя большое количество пользователей, да? Можешь раскрыть об этом информацию? Совершенно верно. То есть здесь правильно бы начать, наверное, с такого экскурса назад. Мы работу вообще над этим продуктом начали 3 года назад. Начали и выпустили там первую версию. Это все началось как такой интересный социальный эксперимент. Мы хотели проверить, что произойдет, если предложить людям формат, который позволит им общаться с незнакомцами, непонятно о чем, и работает ли это или нет. Оказалось, что это не просто работает, прекрасно работает. То есть люди, действительно, не зная друг друга, будучи объединенными общим интересом, так вот на лету, общаются и проводят в сервисе огромное количество времени. То есть у нас в среднем человек в день проводит в сервисе 12 или 13 минут, я точно не помню. Это меньше, чем любой мейнстримовый сервис, условно Facebook, который просто засасывает людей. Но для социального сервиса, скажем, не первый эшелон, это очень высокий показатель. Какое количество пользователей на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас 650 тысяч пользователей. Это преимущественно пользователи на мобильных телефонах, как мы и рассчитывали. Локация какая? Гео какой? Откуда они? Рынок номер 1 для нас – это США. Не то, чтобы мы как-то его там продвигали, так вышло. Примерно 30% пользователей – это американцы. Еще 20% – это японцы. Вот это было совершеннейшим удивлением. Оно завелось там, вопреки нашим попыткам его продвинуть, опять же, там, или как-то показать на все-таки англоязычных рынках. Просто кто-то там, из японцев где-то в каком-то маленьком блоге сделал пост, и пошло-поехало. То есть у нас 20% аудитории теперь это японцы. Англоязычная версия, да? Нету японской версии? Я, честно говоря, не помню. У нас есть наверняка локализация на японском языке, у нас их просто там довольно много. Вот. Но интерфейс и так понятный, то есть там даже читать особо ничего не надо, он очень простой. Они общаются между собой на японском языке, поэтому алгоритм, естественно, это понимает, и вот всю вот эту дикую движуху, они очень много контента генерят, там очень странного, на самом деле, фотографии лапши, и вот что-то свое такое. А как еще бороться с незаконным контентом, да, скажем, который на черной стороне, так называемый? Ты понимаешь, о чем Конечно, я, да? Это... Как борется проект с ними? Здесь происходит такая двухуровневая фильтрация. Первый уровень – это сами пользователи. Они сидят в этой сети социальной и своим действием фактически фильтруют контент, перерабатывают. Они не хотят видеть что-то негативное там, где они находятся каждый день. Соответственно, если размещено что-то, что не должно быть размещено или явным образом нарушает правила пользования сервисом, они его не распространяют дальше.
Если все заинтересованы в просмотре порнухи, почему? Ну, смотрите, Почему? во-первых, это привязано, любое действие у нас публичное, мы вообще априори публичная сеть, все, что там происходит, кроме персонального общения, ну, как бы direct месседжей, оно публично, соответственно, в любой момент времени можно посмотреть, кто это сделал, да, вот вы бы стали там, не знаю, в Facebook порнографию выкладывать или лайкать ее? Я думаю, нет, потому что На это репутацию было бы завязано, публично, конечно. да. У нас, ну, так называемая псевдонимити, ну, от слова псевдоним, сеть, то есть мы не просим людей использовать реальные имена, там, как Facebook, это не суть важно, но это и не анонимная сеть. Любой человек идентифицируем по никнейму, и этот никнейм сохраняется на протяжении пользователя. Этого достаточно, чтобы люди чувствовали себя комфортно, не называя своих имен, и достаточно, чтобы не позволить им, ну, как бы свою темную сторону наружу выпустить. Все, наверное, помнят сервисы, подобные Secret, где был полностью анонимный сервис. Люди никогда не будут делать хорошие вещи, скрываясь. Если есть возможность скрываться, значит, полезет все самое негативное. Ну, естественно, у нас есть штат модераторов, которые работают 24/7, потому что, будучи мобильным приложением и присутствуя в App Store и в Google Play, нельзя этим не заниматься. У них очень строгие требования, и вы обязаны им удовлетворять. То есть, если в течение суток максимум, да, не отреагируют модераторы на этот контент, то могут возникнуть проблемы, ну, вплоть до снятия приложения с публикации, и с другими сервисами такие случаи бывали. Давай так. Какую проблему решает, да, сервис? Что нового он несет для пользователей? Смотрите, вот опять же, мы с вами там люди, которые работают в области IT, да, тем или иным образом. Поэтому во многом пользование социальными сетями для нас связано с использованием его как рабочего инструмента. Мы, честно, пользуемся этим очень сильно, нежели вот, ну, не знаю, люди, которые там каждый день с работы приходят, которые смотрят телевизор, там. Для них это фан. У нас избыток информации, слишком много там статей, которые надо прочитать, и все вот это вот. Мы знаем, где его искать. А им надо показать просто вещи, которые вот подсунул, и сидим, листаем. Инстаграм, да, прекрасный пример. Сиди, листай картинки, устал листать картинки друзей, там, листай Explore. Он тебе бесконечно подсовывает новый контент. Здесь это и средства развлечения, это все равно, на мой взгляд, одна из ключевых, если не ключевая функция социальных сетей. Они просто позволяют тебе провести время, убить его, не обязательно с пользой. Второй момент, они могут служить инструментом, потому что весь экспириенс заточен под вас. То есть вы о чем-то говорите, что вам нужно, мы вам подбираем людей, которые будут говорить об этом же. Как ты пришел к этой идее, к идее создания этого сервиса? Ну, социальными сервисами мы, в принципе, как команда только занимаемся 6 лет. Да? Вот этот сервис 3 года назад создан. До этого мы делали другой социальный сервис, который являлся социальной сетью на основе фотографий. Мы появились одновременно с Инстаграмом, да, еще неизвестно, кто первый, собственно, начал это делать. Но Инстаграм вырос как бы там до, наверное, 50 миллионов к тому моменту, а мы к тому моменту выросли до 3 миллионов пользователей. И стало достаточно понятно все-таки, что мы рынки проигрываем. То есть мы, может быть, были популярнее в России и в Корее, но... Как назывался сервис? WeHeartPix. Ну, как бы Что ломаные мы. Его пришлось закрыть, потому что на поле социальных медиа не может существовать, ну, два глобальных социальных сервиса достаточно близких. То есть есть изолированные примеры, условно, там, ВКонтакт или азиатские социальные сети, которые удерживаются в первую очередь из-за языкового барьера. Там, где барьер меньше, Европа, там все эти немецкие сети, они давно позакрывались, потому что, ну, просто их сожрал Facebook. Может быть, в России это произойдет, может быть, нет, но люди будут лучше английский знать, будут в Facebook сидеть. Насколько я знаю, ты решил не идти путем двухраундовой системы привлечения средств, то есть ты сразу делаешь ICO. Насколько эффективно это, как ты считаешь? Не считаешь ли ошибкой то, что не было маленького при ICO раунда? Смотрите, как правило, при ICO, делают для того, чтобы, ну, какие-то средства на непосредственно ICO собрать. Минус главный, ну, требуется просто больше времени. Сейчас у нас конец ноября, да, декабрь фактически, и мы попадаем на очень неудачный момент, вот если это растягивать
25-го у нас Рождество, потом все впадают в спячку. То есть если это не начинать проводить в ноябре, то надо его, значит, открывать уже в конце января. Крипторынок, он волатильный, никто не знает, что будет. Вот мы, например, открылись, и сегодня все говорят, и вчера говорили о том, как растет там биткоин и эфир. Да? Все время, когда растут две основных криптовалюты, люди на альткоины смотрят хуже. Все сидят ходло, вот, потому что оно быстрее растет. Как только там пойдет спад, они все обратно перейдут. Вот. Это говорит о том, что на неделю сложно очень планировать, а здесь мы говорим о 3-2 месяцах. Сколько уже идет процедура? Только вчера вечером открылись. Вчера вечером открылись, суток. И сколько собрали? Мы собрали уже больше половины софткапа, это радует, то есть там что-то порядка 400 с чем-то тысяч. Сколько валют принимается? Биткоин, эфириум, лайткоин, Dash и что-то из там экзотики. Вот. Нам решение, опять же, OpenLedger предоставляет, поэтому, естественно, основные платежи идут в двух валютах – биткоин и эфириум. С Legal расскажи, пожалуйста, что представляет твоя монета? Это security токен или utility? В нашем случае все очень просто, то есть ответы и рекомендации юристов однозначны. Это по всем признакам utility токен с монетарной функцией, потому что единственное, что он дает с точки зрения владения им, то, что у него есть некая стоимость на бирже, либо в рамках услуг, которые за него можно приобрести. Никаких дополнительных прав, голосования или прочего он не дает. Соответственно, его, в принципе, теоретически можно смело продавать гражданам США, даже тем, у кого нет лицензии инвестора, но здесь общая индустриальная практика и перестраховка юристов. Продавать можно, но лучше не нужно, мало ли что. Скажи, пожалуйста, какая юрисдикция выбрана? У нас компания-эмитент ICO находится на Британских Виргинских островах, а сама операционная компания в Литве, юрисдикция Евросоюза, соответственно. Я, насколько понял, у вас основная ваша база – это Литва как раз, вы в Вильнюсе находитесь. Все так, да. Мы, команда русскоязычная, россияне? Все, да, русские и русскоязычные, и большая часть, на самом деле, из Москвы. Мы переехали туда 3 года назад, большая часть команды переехала, 7 человек из 10. Потому что переехал наш ключевой инвестор, а это абсолютно хорошая, общепринятая практика, находиться поближе к инвестору, да, чтобы иметь возможность формального, неформального общения. И как опыт, в принципе, достаточно интересно. Литва по сравнению, вообще Вильнюс, в частности, на контрасте с Москвой, это, знаете, как на каникулы в деревню приехать после напряженной работы. Да. Можно сосредоточиться и спокойно работать. И как отношение к криптовалютам, к криптосообществу в Литве? Вы знаете, формального проявления нету, то есть там не говорят на каждом углу, там проводятся какие-то небольшие конференции, но что меня очень удивило, там 2 или 3 крупнейших ICO прошли. Монета, и я запамятовал название, они оба собрали порядка 50 миллионов, то есть я был крайне удивлен. Еще очень такой громкий проект V-Power, он тоже по большей части состоит из литовцев. То есть на обычной, да, скажем так, IT-арене их не видно, и в рамках венчурной индустрии это не самая такая заметная сторона, а в рамках криптопроектов почему-то они выстрелили, я не знаю почему. А Россия тут, естественно, 80% это русскоязычные люди или люди русскоязычные, участвующие как-то в команде на ведущих позициях. Почему так, я не знаю. Какая сейчас у тебя геолокация по твоим инвесторам, которые сделали первые половину твоего софткапа? Игорь Мацанюк преимущественно находится в Литве, а Грегори Фингер находится, насколько я знаю, в Швейцарии. Это 2 основных инвестора, да? Которые инвестировали в тебя? Да, у нас очень много диалогов велось и продолжает вестись с фондами, преимущественно американскими топовыми фондами. Они сами пришли. Это совершенно нормально, потому что сеть необычная, и каждый из этих фондов в свое время прошел кто мимо Твиттера, кто мимо еще чего-то, что вначале казалось игрушкой.
игрушкой, которая вроде работает, а потом оказалось, что вот этот Snapchat, он, в общем-то, и стоит 20 миллиардов, они просто все там полуголые фотки друг другу посылают. Все крупные инвесторы все время живут в страхе пропустить вот такой проект, а на социальном рынке, если такой проект появляется, то он взрывается, скажем так. И этот момент может в любой момент наступить. Поэтому все стараются хоть чуть-чуть, но туда закинуть, чтобы перестраховаться. Что ж, Илья, хочется пожелать твоему проекту именно такого взрывного роста, большой любви инвесторов, тяги, чтобы они еще больше боялись потерять, упустить выгоду, не проинвестировав в твой проект твоей команды. Действительно большую работу ты сделал. Желаю тебе удачи, успехов. Я Приятно очень было рад, с тобой что ваша познакомиться. программа тоже в это вклад вносит, потому что, собственно, можно сейчас зайти на сайт solo.foundation или solo AI, и на обоих этих сайтах есть ссылки на скачивание приложения. То есть оно очень простое, оно не требует ничего, кроме регистрации. Зарегистрировались, и все. Все будет понятно, все будет работать сразу, не надо никаких друзей, ничего. Берем, пользуемся. Что ж, друзья, пользуйтесь, скачивайте, ставьте лайки, ждем комментарии, понравился, не понравился проект. Ну, кому интересно, инвестируйте.